Помните, я прыгал с воздушного шара? Я тоже самое хотел сказать. И мне было страшно. Это не было страшно, вот мне сейчас страшно. Все, у меня руки немели, ноги онемели. Вот он такой. Все хорошо, Андрюх. Блять. Хер ли ждать. Чем дальше, тем страшнее. Ой, друзья. Ready, set, go! Давай. Друзья, мы снова находимся в Кейптауне. В прошлый раз, когда мы здесь были, мы не успели показать вам все достопримечательности этого города. Как минимум столовую гору, на которую мы сейчас с вами все вместе поднимемся и с нее начнем этот выпуск. В этом выпуске, как вы уже поняли, мы с Дмитрием Юрьевичем протестируем самую лютую в нашем понимании дисциплину, которая называется бейсджампинг. Мы расскажем, как получить почетное звание бейсджампера, да и вообще, как приходит к этому сомнительному увлечению. Сразу предупреждаю, что этот видос несет исключительно ознакомительный характер. Я никого ни в коем случае не призываю пополнять ряды этих веселых, везучих и чертовски бесстрашных людей. Потому что это уже не просто экстремальный спорт, это какая-то игра со своей судьбой. Короче, нам с Димой было вообще не смешно, а это значит, что вам, вероятно всего, будет очень весело. Поэтому приглашаю отправиться в это опасное приключение вместе с нами, потому что мне есть что вам показать. Приятного просмотра! Итак, давайте я вам для начала расскажу, что вообще из себя представляет бейсджамп. Вообще слово бейс является акронимом из 4 английских слов. Building — это здание, антенна, span — это перекрытие или пролет моста, и earth — земля. То есть это перечень основных типов объектов, с которых выполняются прыжки. Спортсменов называют бейсджамперами или просто бейсерами. А сам бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент рассматривается как крайне экстремальный спорт. Так говорит Википедия. Но мы с вами уже знаем, что по-настоящему лютый спорт — это proximity бейсджампинг. И мы даже снимали выпуск про него. На всякий случай ссылочку на выпуск закреплю. Но вернемся к нашим баранам. Говорят, что для того, чтобы по-настоящему называться бейсджампером, необходимо собрать все 4 буквы. То есть прыгнуть с 4 типов поверхностей. И вот в этом выпуске мы попытаемся раскрыть вам этот путь и понять, через что проходят эти крайне увлеченные люди. Что ж, давайте вернемся на Столовую гору в Кейптаун и начнем этот выпуск с последней буквы. Это Стефан, мой кореш. Всем привет. И мы его здесь встретили совершенно случайно. Сразу представлю вам Стефана. Стеф — это давний мой товарищ, который уже сопровождал нас в выпуске про Proximity и пожаром на горе. Он же и спасал нас из этого пожара. Да и по дружбе делал нам кучу классных подсъемов со своего дрона. А в деловой жизни он является топовым пилотом FPV-дронов и работает на серьезную киноиндустрию. А помимо всего, он является офигенным бейсджампером, и по старой дружбе он сопроводил нас на вершину горы, откуда на наших глазах и сиганет с парашютом. А как он это сделает? Смотрим. Вот мы и на месте. Ага. Смотрите, какой здесь вид. Охрененно просто, глянь. Ты собираешься приземлиться вот там вот? Я приземлюсь там. Где? Вон на том пляже. А, понял, вон в том месте. Я не понимаю, это официально он сейчас пойдет прыгать? То есть он... Нет, конечно. Короче, план у нас такой. Мы вот здесь вот вешаем дрон. Этот товарищ вот отсюда вот планирует сигануть, бейс, и приземлиться вон в том месте, рядом с океаном. Так он что, серьезно, ты туда полезешь? Ну а что? Хуй, если честно, как. Очень хуево. Ты собираешься прыгнуть отсюда? Не, туда я не пойду. Не надо туда идти, Андрюх. Я туда не пойду. From Не, that пацаны, side. я реально боюсь высоты. Okay, let us go and Просто see. хуй. Вот там за ним обрыв, я не знаю, он стоит такой, говорит, идите сюда. Как туда пойти? Я не знаю, что у него в голове. Я вот здесь стою, у меня ноги не имеют. Знаете, я вылезу отсюда. Ох, Смотри, какой нихера кайф. себе. Да ну нахер. Ребята, мы на облаках, посмотрите. Я такого вообще ни разу не видел. Я тоже. Глянь, охренеть. Блин, Так, это что за пойдем. место такое? Блин, ну, я не знаю. Мне кажется, что это все очень опасно. Поэтому, друзья, те, кто прыгает скайдайв с летательных аппаратов, Продолжайте. продолжайте, да. Потому что вот эта вот история, она, мне кажется, конечная.
Немаловажной частью почти всех бейс-прыжков является сам путь до точки старта. Покажу вам на примере прошлого выпуска. Здесь довольно очевидно, что сорваться со скалы настолько просто, что становится даже жутко. Стоит отметить, что идут они до этой точки, не надевая предварительно парашют. Они просто несут его в сумке. С чем это связано? Да скорее всего с тем, что навряд ли он тебе поможет, если ты уже сорвался со скалы. Тропинки, как правило, сюда не протоптаны. Очевидно, что нога человека сюда никогда не ступала. Ну, как говорится, имеем, что имеем. До сих пор не понимаю, неужели овчинка стоит выделки. Последней буквой мы разобрались. Давайте перейдем к первой букве. Буква Б. Она означает у нас прыжок создания. Тему прыжков создания я раскрою через нашего соотечественника, который поделился со мной этими сумасшедшими футажами. Его зовут Саня, и ссылочку на его канал я оставил в описании. Так что, любители экстрима, заходите, там для вас много всего интересного. Ну что ж, вернемся к прыжку. Как правило, прыг создания — это уже нарушение общественного порядка. Поэтому к экстремальности самого прыжка добавляется еще возможность загреметь в полицейский участок. Визуально все выглядит очень просто и доступно, но на деле такие прыжки требуют запредельного внимания, так как сам прыжок нужно сделать так, чтобы он не был последним. Ну а для того, чтобы вы почувствовали этот момент, я вставлю этот прыг без музыки, как он есть. Увидимся. Ready, set, go. Еще вам пример, как делать не надо, и который попутно рассказывает всю суть буквы А, то бишь прыжков с антенны. Вообще-то прыжки с антенны и создание мало чем отличаются. Все та же административная ответственность, все тот же экстрим, все тот же риск разложиться. В конкретном случае еще добавляется провода ЛЭПа. Смотрим. Шишки, желуди, орешки. Ну что, теперь следующая буква. Буква С. В нашем ключе она означает перекрытие или мост. Пожалуй, это самый безопасный из типов поверхности. Безопасность тут, конечно, очень условная, и заключается она лишь в том, что если тебя развернет, ты не вмажешься на полных ходах в скалу, дом или антенну, а просто пролетишь под мостом в обратном направлении. Кстати, в моем телеграме я приготовил для вас подборочку. Там я выложил жесткие уборки из бейса. Тут показывать я их, конечно, не рискну, чтобы не словить страйк, а в телегу welcome. Там пока такой цензуры нет. Ссылочка на телегу, как обычно, внизу. Как вы уже, наверное, поняли по началу выпуска, эту букву мы с Димоном в ознакомительных целях решили испытать на себе. И для обучения и тренировки бейс-навыков мы отправились на местную дроп-зону, которую сейчас заправляет наш старый приятель Джей Джей. I like you better than you think I do. And if I'll show you mine, you will like me too. Like that, I want you here, now on the floor, sticking it up in your face, I'll let you spank. Разочек мы уже с Диманом сиганули здесь. И, значит, первые впечатления об этой дроп-зоне. Борт здесь Cessna 172. Маленький, без двери, не очень комфортно. Но мы с тобой уже привыкли к комфортным дроп-зонам, там, к хорошим бортам. В принципе, ребят, за неимением лучшего в округе. Неплохо, да, но подниматься будем долго и невысоко. То есть выпрыгивали мы примерно с 3 километров, но в принципе я кайфанул. Пожалуйста, ресепшн,
там укладочная, что мне здесь нравится, здесь укладочная, она закрытая. Обычно в Южной Африке, вот я встречал, все укладочные, они просто вот на улице под деревьями. Здесь чистенько, все закрыто, это засчитаем в плюс. Укладчики хорошие, парашют мне уложили нормально, мягко раскрылся. Более того, они его прицепили. Площадка приземления, ну как обычно, у нас с Димой уже завышенные требования, но в принципе ничего. Опять же, За неимением лучшего. за неимением лучшего, да, я считаю, что это норм. Тут примерно вот эти вот 10 метров, вот это и есть площадка приземления. Не, вообще вокруг местность довольно-таки такая, одни поля, все ровно, поэтому это, знаешь, похоже немножко на Коломну. Да, огромная территория, даже если вы улетели куда-то за эту дроп-зону, то в принципе везде поля. Чувак, который нас оформлял, он так и сказал, говорит, парни, не парьтесь, если что-то пошло не так, садитесь вообще в любое поле, мы вас приедем, заберем. Дроп-зона очень дружелюбная. Ребята хорошие. В целом, дроп-зона очень хорошая. Но если у вас небольшая компания, вы оказались рядом, даже если один, можно приехать, совершить прекрасный прыжок. А с самолета видно океан, с самолета видно горы. Мне нравится. Короче, поехали дальше. Начинается все с изучения техники безопасности и ключевых особенностей как самого бейс-парашюта, так и управления им. В теории все выглядит очень просто. Отталкиваешься, падаешь, открываешься. Так и есть. Но на случай всех непредвиденных ситуаций есть просто огромный свод правил, исполняя которые ты будешь прыгать в теории безопасно. Также Жека наглядно показал, чем наши куполы для скайдайва отличаются от куполов для бейса, и рассказал, как именно ими нужно управлять, заходить на посадку и приземляться. Что больше всего меня удивило, так это то, что в отличие от нашего купола для скайдайва, который летит только вперед, бейс-купол можно завести на движение назад. И вот теперь со всей этой полученной информацией наш сенсей отправил нас практиковать все это на деле, то есть совершить прыжок с самолета под куполом бейса. Стрёмно или страшно, я не знаю, как лучше. Ну, короче, есть какой-то мандраж такой. Вроде все, даже запаска есть на этом, но что-то новое. Фух. Погнали. Как вы заметили, на мне был изящный шлем золотого цвета, и надел я его неспроста. В этот шлем встроена рация и микрофон. И этот девайс предназначен для связи с JGM, который выпрыгнет за мной вслед и точно проинструктирует меня по ходу полета и управления этим куполом. А главное, управлять куполом не только вперед, но и назад. Ну что, давайте посмотрим. Да, тряхануло. Не складывайся, не складывайся. Чувак, а страшно? Складывается. Давай вперед, вот так, вот так. Это очень страшно. Прием, вот так. Я здесь, давай. Вау, fuck! Man! Давай, держи курс. Да, братишка, держи. Вау! О, fuck! О, для первого раза пойдет. Короче, это ощущения вообще другие. Во-первых, ты постоянно должен клеванты держать и напряжение. То есть ты их не отпускаешь. Во-вторых, когда вот это ощущение, когда ты летишь назад, это, блин, это ощущение, как будто ты сейчас упадешь, понимаешь? А он говорит, держи это все. Короче, стрёмно, страшно. Ну и дергает он, конечно, бахает просто нереально. Я через где-то 3 секунды, я выпрыгнул, раз, два, три, меня как дергало. Ну, раскрытие мгновенно происходит. Последней инстанцией в нашем курсе молодого бойца была тренировка у Жеки на базе. Он сам на дереве построил тренажер, где нам показал и рассказал, как прыгать нужно, а как не нужно. Ну а чтобы вас не утомлять, я подытожу. Основная концепция прыжка — это ровное отделение без закруток, которое мы тренировали снова и снова. Он реально заставлял нас прыгать до посинения, пока полностью не убедился, что мы готовы. А вот сколько раз мы прыгали? Да очень много. Конечно, у нас... Ну, что делаем? Так, помогай. Помогай. Двумя руками за одну.
Двумя руками подтяни вот тут. Справился, Андрюх. Есть. В принципе, мы пережили сегодня все. Мы бейс-мешок в воздухе потрогали. Он просто нас унижает, скажет. Хотите? Я им дам сейчас, да, просраться. Ну, хотите бейс, получаете. Подготовка, я тебе скажу, была как в «Звездном городке». Однозначно. Короче, мы готовы. Нас инструктор выпускает. И завтра рано утром мы попробуем совершить наш первый бейс-прыжок. Ну, посмотрите, друзья. Короче, раннее утро, как обычно, 6 5. утра. Очень рано. Так, а мне там обещали какую-то площадку приземления, пляж, я помню. Помню, разговор был про пляж, да? Я вообще думал, что мы с 300 метров будем прыгать. Но А что это за мост? состояние тревожное Хотя, такое. в принципе, какая разница, что это за мост? Да, я думаю, что сейчас Ладно, давайте, оставайтесь, сейчас все увидите. Мне самому очень интересно. Что он маленький какой-то. Давай убедимся, что все готово для прыжка. Все тщательно проверяем. Я все равно afraid немножко. Давай все тщательно проверим. Слушай, какая-то странная грудная у нее здесь, да? Ну что? Ну, Вячеславович, ты видал ножищи какие, конечно, он как это, перешагнул. Вот пошли мы, коротконожки. Хоп-хоп. Здесь была тарзанка. Слушай, ну реально страшно. Ну, без всякого, я не хочу быть нытиком. Ну, я сделаю это по любасу, потому что уже вписались, вариков нету. Андрюх, ты как? В целом, живот начинает крутиться. Тогда надо делать быстрее. Да уж. Помните, я прыгал с воздушного шара, Я то же самое хотел сказать. и мне было страшно. Это не было страшно, вот мне сейчас страшно. Сейчас прям ужас какой-то. Ну, слушай, у меня Ready? не имеют, подожди, руки. Все, у меня руки немели, ноги немели. Не наклоняйся. Все хорошо, Андрюх. Ой, друзья, Я следующий. это пиздец. Ready? Не наклоняйся. Держи голову на уровне моста. Следи за своими руками во время прыжка. Что там, хорошо закручено все? Когда будешь прыгать, следи за своими руками. Да, только убедись, что ты ровно стоишь. Сердцебиение учащается. Что-то у меня тоже. Вместе с тобой. Ладно, хер ли ждать. Чем дальше, тем страшнее. Ready, set, go! Ой, спасибо, Господи. Я больше так делать не буду. Господи, как он легко это сделал. Как страшно. Ты знаешь, мне стало страшно, реально. Лучше бы я пошел первый. Как и вот я всегда, вот это моя тема. Так, ну что, I go. Так, а как тут перелазить? Нихера себе. Стремно. Блять, это пиздец. Стремно не передать. Давай, бро! Просто сделаю это. Сердце колотится, не передать, сейчас выпрыгнет. Ну что ж, коли я здесь, я должен это сделать. Друзья, люблю вас всех.
Okay, I'm ready. 3, 2, 1. Давай туда. Ну тоже ничего. А быстро очень, да. Я что-то просто кайфанул, знаешь, я летел, и я забыл повернуть, честно. Я забыл повернуть. Красавчик. Thank you, Jay, bro. Sorry for the canopy, I little bit wash. But it's okay. Брат, я так обосрался. Я чуть просто не сдох от страха, я клянусь. Я больше никогда не сделаю этого. Да, вообще. В общем, было очень страшно, особенно когда ты вышел на край моста и смотришь вниз. Это реально преодолевание себя. Я не думаю, что я еще раз буду пробовать это делать. И вообще, если кому-то захочется попробовать бейс, это, конечно, на ваш страх и риск. Для меня это такое достаточно сомнительное занятие. Может все что угодно случиться. Я лично не рекомендую. Я полностью вас поддерживаю, Андрей Вячеславович. Ребят, я с своей стороны обосрался не передать как. Тема интересная, больше я так делать не буду. Я думаю, что сейчас бейсджамперы нас захейтят. Слушай, да ну чё? Ребят, ваше дело, мы просто выражаем свое мнение. Давай скажем, что если вы все-таки решите этим заняться, во-первых, найдите такого чувака крутого, как Джей, а в России такие тоже есть. И отнеситесь к этому максимально серьезно. Да. Вот, в принципе, на этом все. С вас, как обычно, лайки, подписки, колокол. И увидимся в новых сериях.